Коты уже даже не реагируют на звук генераторов. Уже даже животные привыкли. Всем привет из Одессы. Отошла от шумной улицы в сторону, потому что у всех работают генераторы, и снять для вас тихое, спокойное видео просто не получится. И, соответственно, рассказать об обстановке сейчас в городе тоже. Сразу хочу поблагодарить всех наших зрителей, которые интересуются, как у нас дела, как мы переживаем то, что сейчас происходит в городе. Спасибо вам большое за вашу заботу. Это очень и очень ценно. Обстановка в городе остается очень и очень сложной. Одесса, Одесский район пострадали больше всего от массированного ракетного обстрела. У нас полный тотальный блэкаут, особенно вчера он был, не было ни воды, ни света, ни отопления. Вчера ночью это было очень заметно, когда можно было выйти на улицу и посмотреть о том, что в городе просто ничего не светится. Как я уже показывала во вчерашнем видео, все набирали воду, потому что воды в кранах одесситов практически у всех не было. Но в 6 часов вечера, ура, спасибо всем службам, включили у нас воду, мы уже приготовились, набрали всего, чтобы уже быть с какими-то запасами. Рано утром во многих домах, во многих районах города уже дали отопление, и батареи одесситов начинают прогреваться, квартиры тоже, потому что если отключение света можно еще как-то пережить, то когда дома холодно, то это гораздо сложнее. Но а без света лично мы остаемся уже больше суток, и многие одесситы в том же числе. У кого-то уже включился свет, у кого-то еще нет, но мы попали под такую группу людей, абонентов, у которых еще электроэнергии не было с 7 утра вчерашнего дня. Сложно, конечно, садятся телефоны, садятся пауэрбанки, и самое главное, еще мы не знаем, когда этот свет включат. Но вы знаете, природа так любит одесситов и Одессу, что даже несмотря на то, что вчера в городе был полный тотальный блэкаут, темно, на небе луна была настолько яркая, что, посмотрев ночью в окно, как будто на улице было освещение, и даже в квартирах было немного светло. Вот видите, даже в такие темные времена наша природа пытается поддерживать людей. Сегодня паблики пишут о том, что будьте осторожны сейчас с электроэнергией, потому что у тех абонентов, у которых подали свет, очень сильные перебои с напряжением, поэтому может гореть техника. На это тоже нужно обращать внимание, потому что пока все не наладится, все не войдет в нужную работу, может пострадать техника, которая сейчас достаточно дорогостоящая, поэтому всем нужно быть очень к этому внимательным. Вот так люди сейчас приходят на подзарядку своих гаджетов в пункты незламности. И спасибо, что такие пункты сейчас в нашем городе есть. Как сюда вообще? Вы знаете, если вчера лица людей были поникшие, то сегодня вышло солнце, появилась вода в кранах благодаря службам, да, появилось отопление, люди немножко ожили, вот этот первоначальный стресс прошел, и сегодня можно на улице даже увидеть больше улыбок и больше позитива. Люди помогают друг другу. Вчера, когда все набирали воду, мужчины помогали женщинам, подростки помогали девушкам, помогали люди пенсионерам, девушки девушкам помогали носить эту воду. Поэтому все будет у всех хорошо благодаря поддержке и помощи друг друга. Электротранспорт в городе так до сих пор курсировать не будет. Ни трамваи, ни троллейбусы в городе не ходят. Но мэрия рассказала о том, что будут курсировать дополнительные автобусы, которые будут бесплатными для того, чтобы по определенным маршрутам перевозить людей. Об этих маршрутах, кто нуждается в таком транспорте, да, кто ездит на таком транспорте, может посмотреть расписание, где найти эти автобусы и как, куда на них доехать.
хоть вчера в магазинах на кассах и образовалась очередь, потому что люди покупали бутылки с водой, и даже в некоторых магазинах полки были пустыми, в городе абсолютно нет паники. Сегодня все спокойны, вода у всех есть и в магазинах, и в домах. Несмотря на отключение света, все магазины работают, все продукты есть, хлеб в магазинах есть, поэтому за это точно можно не переживать. Надеемся, так будет все время. Школьникам, как всегда, везет. 18-19 ноября для них сделали выходным днем. Знаете, когда мы учились в школе, мы могли только о таком помечтать, что в школу практически у нас сейчас школьники даже не ходят, потому что все время что-то случается. Это, конечно, не смешно, но в том возрасте это как раз детям то, что нужно. Уже, наверное, дети больше мечтают о том, чтобы ходить в эту школу. Все службы и город работают в таком чрезвычайном режиме, и даже работу бюветов, бюветы обычно работают с 8 до 8 вечера, с 8 утра до 8 вечера, продлили до 10 вечера, чтобы люди, которые нуждаются в питьевой воде, у них было больше времени, больше возможностей набрать для себя водички. Вот, так что спасибо за это тоже всем большое. А теперь еще хочу рассказать по поводу воздушной тревоги. Мало того, что одесситы вчера пережили ужас и еще до сих пор остаются, конечно же, в стрессе от того, что нету света, у некоторых, не у всех есть отопление, не у всех есть не у всех есть вода, и тем более горячая, потому что вот у нас есть бойлер, да, хоть холодная вода в кранах есть, но бойлер уже остыл, и подогреть его пока невозможно. У нас сегодня еще и была вот только что воздушная тревога. Сначала был разведдрон, но мы все знаем, что если есть разведдрон, то после него обязательно что-то будет лететь на город. И в данном случае только что это были ракеты, и я как раз только выходила из помещения, и раздался очень-очень сильный взрыв. И, знаете, он был где-то недалеко, и вот прям ударной волной дверь вот так вот передо мной втянула внутрь. Я даже не знаю, как это объяснить каким-то вакуумом. В такие моменты хочется опустить руки, потому что, знаете, вот когда все накапливается комом, прям хочется встать и расплакаться, потому что каждому хочется уже жить нормальной жизнью, но нужно собирать все свои нервы в кулак, оставаться на позитиве. У меня сегодня, кстати, настроение получше, чем вчера. Вот. И надеяться на то, что скоро все будет хорошо. Тем более, что передали такой маленький еще один природный подарок для украинцев, особенно для нашего региона южного. Сейчас к нам идет потепление до 14 градусов тепла, и такое потепление продержится примерно 5-7 дней. Ну, а дальше природа все-таки понимает, что скоро зима, и у нас передают морозы до 10 градусов, не в нашем регионе, в северных, но тем не менее сейчас они нам очень помешают. Света, наверное, все-таки и дальше будет меньше. А в Одесской области передают заморозки от 0 до 5. Посмотрим, может все-таки природа передумает, и тепло у нас будет немножечко дольше, чем 1 неделя. Очень благодарим еще раз, что вы остаетесь с нами. Сейчас достаточно сложно загружать видео на YouTube, потому что интернет у нас тоже достаточно плохой. Wi-Fi есть не везде, поэтому видео грузится достаточно долго. И мы безумно рады, что вы наша такая поддержка, и что вы пишете нам такие замечательные, теплые слова со всех стран мира. До встречи в следующем видео. Берегите себя и своих близких. Пока я снимала для вас видео, еще не было известно о том, что за взрывы прозвучали в городе. Но, к сожалению, на данный момент появилась информация о том, что сегодня в Одессе снова произошла трагедия. Погибло 8 человек, 20 человек пострадавших. Прилет баллистики был по жилому району города. Пострадало 3 многоквартирных дома, 2 админздания, загорелось около 20
автомобилей и жилой дом. Страшные события сейчас происходят в городе, и просто очень сложно все это переживать. Наши искренние соболезнования родным и близким всех людей, которые сегодня погибли.